Привет, друзья! Сегодня на кухне будет по-настоящему сладко, потому что я буду готовить турецкую пахлаву. Да-да, ту самую, с орешками, с медовым сиропом, хрустящую и со золотистой корочку, от которой сложно оторваться, и я в это уверена. Так что настраивайтесь поудобнее, как всегда следите за руками, а мы поехали готовить восточную магию. Сначала нам нужно сварить медовый сироп, потому что нам нужно потом его остудить, прежде будем заливать нашу пахлаву. Поэтому в сотейнике отправляем 200 грамм сахара и 200 миллилитров воды. Добавляем сюда одну палочку корицы для большего аромата. И мне мама привезла с Ирана вот такая штука. Здесь есть кардамон. Мы добавим пару штучек. Ой, он рассыпался. Добавляем 2 штучки. Так наша... Закрывайся. Потом закроем. Так наш сироп получится более ароматный и такой, интересный. И добавляем сока половинного лимона. Процеживаем обязательно через ситочку, чтобы семечки не попадались. И отправляем на среднем огне, чтобы проварилось где-то 10-15 минут. После этого мы добавим мед. Главное, мед мы не должны кипятить в никаком случае, потому что все его ароматы и все его полезные свойства просто улетят. Для нашей пахлавы я взяла орешки, 2 вида, фисташку и греческий. И пока наш сироп варится, нам нужно превратить их в крошку, мелкую. Если вы не любите греческий орех, вы можете сделать пахлаву чисто на фисташках. Но я люблю вот этот привкус жареного греческого ореха, поэтому, собственно, я его и взяла. Ну все, помешаем в чоппере и начинаем это все измельчать. Вот какая крошка мы получили, и честно, вот такой аромат сейчас отдал греческий орех, просто великолепно. Ну все, та же процедура и со нашей оставшиеся орешки. В классическую турецкую пахлаву используют топленое масло, но если у вас его нету, вы можете взять обычное сливочное масло, главное, чтобы было 82% жирности. И берем где-то вот 150 грамм. Какое оно твердое. Ну, подождем, чтобы оно чуть-чуть нагрелось. Нам нужно взять где-то 150 грамм и его растопить. Наш сироп уже готов, он приварился 15 минут, и теперь нам нужно добавить мед. Добавляем 200 грамм. Главное, чтобы ваш мед был жидким. Смотрите. Сейчас мы оставляем наш сироп, чтобы он полностью остыл. Почему? Потому что я буду заливать пахлаву, как только ее вытащу с духовки, то есть она будет горячая-горячая. Если у вас, например, пахлава уже была готовая, вы ее вытащили и оставили где-то, чтобы она остыла в полности, то вам нужно ее залить не с холодным сиропом, а с горячим. Это на заметочку. Наконец-то мы уже все подготовили. Сироп готов, он остывает. Фисташки с греческим орехом превратили в крошку, и масло мы растопили тоже. Теперь нам нужно уже приступать к самой пахлаве. Для нее нам нужно вот такое тесто. Оно на самом деле очень похоже на фило тесто, но в балканских странах продается тесто, которое называется именно для пахлавы турецкой. Оно чуть тоньше, чем обычное фило тесто. Если честно, вот так на глаз это не видно, но по ощущениям можно почувствовать, что оно тоньше. Итак, вот какое оно из себя представляет. Сейчас я один листочек вот так подниму, покажу вам. Вот видите, оно очень тонкое, даже, наверное, просвечивается моя рука, видно на фотке, я думаю, на камере. Теперь нам нужно это все поместить в нашу противень. Смазываем противень с масличком, хорошо. Теперь берем один листочек и вот так накладываем. Вот тут уже нам нужно смазать вот этот верхний листочек, чтобы вот этот, который идет нахлест,
он схватился за него, и наша пахлава не распадалась. Масличком смазываем. И идет наш следующий лист, который мы сделаем вот так, таким образом. Мы первые 3 слоя положили ровненько. Все другие слоя мы можем чуть-чуть вот так подкручивать, чтобы наша пахлава получилась более воздушной. Вот так. Если, например, у вас где-то порвался какой-то листочек, например, вот такие у вас излишки есть, вы тоже можете их вот так положить. Ничего страшного. И вот так нам нужно нарядить еще 7 слоев. Мы достигли уже 10 слой. Теперь что мы делаем? Мы смазываем, как всегда, масличком. Вот так хорошо. И берем наши орешки. Вот так. Берем. И с рукой мы это все разглаживаем по всей поверхности. После этого нам нужно один листок взять и его смазать. И с этой стороной, с которой мы его смазывали, нам нужно его положить к орешками. Вот, смазанная сторона берем и вот так мы закрываем наши орешки. Теперь нам нужно 5 листов. 5 слой уже лежит, поэтому мы берем наши фисташки с греческим орехом, опять посыпаем. И вот так мы все по поверхности разглаживаем. Теперь мы опять это все обильно смазываем и рядим 3 слоя. 3 слоя уже лежат. И последний шаг. Опять фисташки. Вот так. И повторяем то же самое, что мы делали в первых разы. Главное, мы не прижимаем сильно нашу пахлаву, а просто слегка вот так посмотреть, все ли там хорошо. Вот. Клали все. И опять же, лист мажем, переворачиваем. И вот так 3 листа, которые должны быть идеально гладкие. Мы уже ее нарядили. Посмотрите, какой идеальный гладкий лист сверху лежит. Так должно быть и у вас. И хочу на заметочку сказать, что пока я наряжала, вот края уже начали засыхать. Чтобы вы понимали, что если вы так оставите на час, то у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Теперь вот эти части, которые выходят за формочки, мы просто их отрезаем с помощью ножа. Нарезаем пахлаву, как характерные вот такие ромбики. Вот так, по диагонали. И с оставшееся масло мы вот так проходимся только по краям. Оставляем где-то на минут 15, чтобы масло распределилось хорошо по краям. А пока мы ждем пахлаву, будем накрывать духовку на 220 градусов. Наша пахлава готова, и сейчас мы ее будем заливать сиропом ароматным. Давайте. Наша пахлава уже готова, и теперь нам нужно ее оставить где-то на час-полтора. Но насколько больше вы ее оставите, настолько она больше возьмет в себе сиропа. И после этого мы ее, конечно же, попробуем. Наша пахлава готова, и как по традиции мы ее попробуем. Но прежде мы это сделаем, я хочу вам ее показать, насколько она сексапильна, сколько много соуса, фисташек и хрустящий вверх. Это главное. Давайте будем ее разрезать и пробовать.
Конечно, пахлава я люблю есть с руками, но как бы на видео не очень-то это все красиво будет, поэтому приходится с ножом и вилкой. М. Очень вкусно. Фисташки, греческий орех, хрустящий вот этот верх и сироп медовый, чувствуется мед очень сильно, очень вкусно. Ребята, если вы любите пахлаву сладенько и вы не следите за свою фигуру, 100% вам нужно его попробовать дома сделать, потому что это получается нереально вкусно. Это лучше даже, чем в Турции. Поэтому, если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч. Пока!